Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов, и я рад представить вашему вниманию Александра Сергиенко. Александр, привет! Да, всех приветствую. О чем ты нам сегодня расскажешь? Тема моего доклада – это нестандартная механика продвижения в Google. А для Рунета, для Буржа кому подойдет? Это так, Так, что там секундочку. со связью, видимо. Больше подойдет для Рунета, для Буржа или для всех направлений? Это подходит вообще для и Рунета, и для Буржа. То есть здесь эти механики мы используем у себя в агентстве. И суть этих механик в том, чтобы как можно быстрее стартовать, то есть сайт, чтобы быстрее можно было занять именно топ. То есть бывают такие случаи, я дальше опять же про все расскажу. Бывают случаи, когда вот вы находитесь в топ-10, есть ниша конкурентная, и по сути внутренняя оптимизация, она полностью там условно вылизана. И вы не можете никак двинуться, и, собственно, вот эти механики не помогают, то есть вот пробить этот потолок и находиться уже в топе. Да, ситуации вот в Гугле, да, в Гугле же не работают так поведенчески, как в Яндексе, где все крутят, и тут уже совсем другое. А вот в целом, ты бы как сейчас, так сказать, состояние рынка, линкбилдинга, в Рунете и в Бурже, так сказать, оценил бы со стороны, там, как развивается все? В Бурже, я могу оценить только по проектам некоторым, которые, вот тематика, которой я работаю, там, беттинг и гейминг некоторые, да, там-то понятно, что сильно это все развитие, то есть разные страны, там разные подходы и так далее, то есть намного продвинутее все. Но и все равно даже в этих тематиках есть нюансы, и ряд команд, то есть со мной вот работают с нами, и мы, по сути, им делаем такие вот штуки разные, про которые я буду говорить. Если говорить про Рунет, здесь вот именно вот если из нестандартного, о чем пойдет речь, это будет, наверное, только, популярная такая, значит, популярная это ПБН, да, то есть у всех на слуху, но это было, по сути, 10 лет назад. Я, собственно, включил в эту ПБН как бы тему, кратко про это просто поговорим, а дальше, то есть уже будет более интересно, более интересные Ну подходы, все, которые мало кто умеет делать, да. ну все, Александр, слушаем тебя внимательно. Да, кратенько обо мне, кто не знает, в SEO с 2013 года я ряд курсов создал по продвижению в Google, по Хрумеру, по закупке ссылок. В 2015 году последние два были созданы. Собственно, пока создавал курсы, работал с Хрумером, создал инструменты для прогонов Хрумером, то есть очень удобный и помогает, так скажем, в работе. Но он не в открытом доступе, это только для тех, кто проходил курсы в основном, и для нас. Основатель, руководитель агентства «Интернет-партнер», и специализация – это продвижение в Google. По сути, мы делаем линкбилдинг для агентств и in-house команд. Теперь давайте поговорим по теме доклада. Тема, то есть когда мы это вообще используем, вот эти нестандартные подходы. Как я уже ранее сказал, когда вот у нас есть выдача какая-то, она по сути оптимизирована. То есть мы по умолчанию уже говорим о том, что то есть внутрянка, она готова. То есть она сделана, здесь проблем нет. То есть условно, то есть я уже там, какие-то нюансы туда не лезу. Вот когда все уже готово по факту, и вы смотрите, выдача, она там условно тоже такая же. То есть все сайты идентичные, все красивые, отличные. И, соответственно, и плюс еще к тому конкуренты 5-10 лет, а вы там недавно стартовали, и как бы все не в топ-10. Что делать? То есть, да, мы используем эти механики, подходы. То есть вы смотрите на этих конкурентов, а у них там условно тонны ссылок. Что значит тонны ссылок? Условно, допустим, там у кого-то 1000 ссылок, да, а у вас там, например, там ближе к сотне только, да. И что если говорить про какой-то классический подход, там, если мы закупаем обычно ссылки, да, то это надо там 900 ссылок закупить, их надо распределить, но насколько, опять же, какой у вас бюджет, непонятно ничего. И это будет очень долго. За раз мы не можем тоже это все использовать, потому что можем просто в бан попасть. И у нас дальше как? У нас динамика будет не такая. То есть, условно, 900 закупили, дальше динамика у нас опять же, что ли, 900 мы будем закупать. То есть здесь неравномерное будет, опять же, распределение, а надо равномерно, если говорим про ссылочное, да. И, соответственно, вот тоже не подходит для быстрого такого, так скажем, старта. Когда мы еще используем, то есть по факту вот все, что я сказал, это конкурентные ниши, это финансы, медицина, беттинг и гейминг.
это те ниши, где по факту ну, действительно сложно уже продвигаться. То есть уже стоят какие-то серьезные сайты трастовые уже с возрастом и так далее. И вот как сделать быстро? То есть когда нужно поднять сайт в топ-1-3, когда нужно усилить эффект от ранее купленных ссылок, эти механики подходят. Когда нет качественных ссылок и невозможно договориться о размещении. Ну, это по факту, вот я говорю, что беттинг и гейминг достаточно сложно договориться о размещении. Либо высокая стоимость ссылок, если мы будем договариваться. Там по умолчанию беттинг и гейминг, там X4 можно делать от текущих цен. И самое первое, так скажем, первое, что мы можем использовать в этом случае, это PBN. То есть смысл PBN в чем? То есть ряд есть сайтов тематичных, мы создаем ряд тематичных сайтов и ссылаемся, по сути, на продвигаемый сайт. Суть в чем? В том, что это ряд подконтрольных сайтов, то есть мы можем по факту как угодно с ними работать, мы ссылку не потеряем. Мы можем с главных, с внутренних размещать, и мы делаем именно по тематику продвигаемого сайта. То есть это Саша, самое извини, простое. извини, тут такой момент, у тебя на первом слайде презентация так и задумана, или ты уже листаешь слайды? Так, а я листаю, да. А у нас что-то первый слайд, ну-ка, может, тут ну, типа, у тебя, может, два экрана, да, во. Ну, или тут включи вот на этом экране презентацию, там, как слайд-шоу. Так. А вот выше и левее. Ага. Здесь, да? С текущего слайда, нет, вот левее. Угу. Ага. Попробуй. Так, Там что-то листается. ничего не меняется, слушай. Подвисло Так. всё. Ну просто, может, вручную переключай там вот так вот. Ага, во. Переключилось? Да, ну вот придется, наверное, вот так вот перещелкивать их. Ага, Да, спасибо. давайте вот так тогда сделаем, тогда буду, раз он не отрабатывает. Здесь, смотрите, ну, здесь я про это все рассказал, да, то есть PBN по факту. Так, на чем мы остановились? То есть сеть сайтов, да, смысл в чем? Самое сложное, что здесь в PBN? По факту это не развернуть саму PBN, а по факту найти дроп. Дроп найти, и смысл в чем вообще дропа, либо вообще закупки ссылок? В том, что это все передает ET-факторы, косвенные ET-факторы, то есть доверие ресурса. Условно, если вы купили дроп, на который ссылается там Википедия, ну, условно, да, или КП.ру там, или еще что-то, то этот дроп ссылается на вас, то косвенно он передает доверие, условно, для вашего ресурса. Это положительно сказывается. Вот, по сути, для чего и нужны эти PBN различного рода, там, либо качественные ссылки. Ну, от ссылок отличие только в том, что мы можем там с главных ставить и как угодно контролировать эти сетки. Ну, соответственно, что здесь еще интересно? Если интересно, то, что эта сетка должна быть скрыта, и, то есть по фунтпринтам, чтобы была скрыта, и, опять же, используется, когда в серых нишах, и когда там предыдущие методы не работают. И, по сути, это дороговато на самом деле, поэтому как бы сначала используем мы все предыдущие механики, потом переходим сюда. Потому что сама цена дропа, например, я недавно искал по тем же клиникам, ну, вообще обычный дроп без там, ну, парочку ссылок вообще непонятных, там, условно, непонятно откуда взятых, не с каких-то там ресурсов, каких-то трастовых, и там цена доходит там более 50 плюс тысяч, то есть 50 плюс тысяч, ну, то есть непонятно, ну, откуда такие цены, то есть сильно перегрет рынок здесь, и ну, это очень дорого и не очень эффективно бывает. Но в комплексе это, конечно, нужно применять. Следующий подход, который можно использовать, это, по сути, GSA. То есть что такое GSA, то есть для чего он необходим? То есть он необходим для создания автоматического создания многоуровневого ссылочного. То есть, по сути, мы выстраиваем пирамиды ссылок. Как это можно сделать? Это можно сделать, например, мы если создаем на Web 2.0 площадках по типу Google блога, либо там WordPress блога или идентичных, то есть площадках, мы создаем, соответственно, странички, ссылающиеся на продвигаемую, и эти странички прокачиваем уровнями, то есть уже через GSA. То есть, допустим, Web 2.0 – это первый уровень, GSA следующий, второй, третий уровень. То есть два уровня создаем автоматически, просто включаем кнопочку и поехали. Так, то есть и суть метода в чем? То есть мы по факту можем как через Web 2.0 создавать, так мы можем и на бирже купить эту же ссылку, можем через Outreach ее усиливать. По сути, это помогает, то есть уровни они помогают максимально раскрыть потенциал ссылки, потому что по факту, когда мы закупаем где-нибудь на бирже, но никто не будет на эту
ссылку на эту страничку на бирже ссылаться, кроме как вот если вы сделаете, потому что и маленькая вероятность, что кто-то вообще это увидит, да, и как-то прорекламирует. Поэтому мы добавляем уровни, и меньше ссылка с меньшей вероятностью выпадает из индекса, потому что если у вас огромный объем, например, вы работаете там 100-200 ссылок закупаете, то есть у вас там определенный есть процент, например, который выпадает периодически из индекса. Вот этот процент ссылок, ну, например, 20, да, вы их уже докачиваете GSA, к примеру, и они там жестко закрепляются, больше там не беспокоят, так скажем. И, собственно, если мы говорим про Web 2.0 площадки, то для вас я подготовил список. Кому интересно, можете по QR-коду перейти, соответственно, посмотреть, скачать этот список и попробовать поработать с ним. Так, идем дальше. Вот про Хрумер сейчас блок пойдет. Здесь я поподробнее расскажу, потому как мы его используем максимально, то есть максимально часто и повсеместно, так скажем. Вообще, что это такое? Да, это тоже автоматизированный софт, который помогает, по сути, делать спам, ссылочный спам такой, в огромных объемах. Ну, то есть там более 2 миллионов можно базу собрать, там по факту, и больше 2 миллионов можно сильно собрать и, по сути, делать этот спам. Ну, просто спам, как вы понимаете, он не работает. Поэтому это все используется в механиках многоуровневых редиректов, усиление ссылок уровнями, по тому же типу, что я и сказал, как GSA, только здесь оно, так скажем, не автоматизировано, придется переключаться. В PBN-сетях, то есть тоже прокачка PBN-сетей уровнями, тоже также используется. То есть иначе, то есть спам через редиректы при помощи Хрумера работает быстрее. То есть вот сами редиректы сильно быстрее отрабатывают, чем нежели мы будем там через GSA это все прокачивать. Оно, так скажем, дольше отрабатывает, но медленнее. Нет такого взрывного роста. Прогоны Хрумера. То есть какие они бывают по способу применения. Я дальше покажу кейс, который у нас получился, эксперимент, так скажем, на сателлитах по прогонам. То есть можно, по сути, гнать напрямую. Ну, напрямую гнать, опять же, я не рекомендую на свой проект, некоторые гоняют прям. Я даже анализирую сайты конкурентов и вижу, что ряд, так скажем, конкурентов бывает делают прогоны, где-то заказывают, возможно, там на биржах и так далее. И это действительно бустит сайты. Вот я сейчас покажу вам, что получилось из этого. Я думаю, будет интересно. Опять же, усиление ссылок, усиление PBN на уровне редиректы. Про это сказал я. Значит, в основе всего этого, если мы говорим про Хрумер и вообще работу с Хрумером, нужно понимать, что в основе всего лежит передача стат-веса. Если мы говорим про PBN ссылки, это ET-факторы, в моем понимании, да, а здесь это передача стат-веса. По сути, стат-вес плюс ET-фактор, вот он, так скажем, комбинация, которая дает отличный результат. То есть по факту, даже если мы используем какие-то механики при помощи Хрумера, ну, не стоит отказываться от ссылок, а тем более, если проект вообще без ссылок. Значит, бывают какие прогоны? То есть интервальные такие прогоны, 2-4 недели, каждые 2-4 недели идут прогоны. То есть ко мне приходит множество ребят, они заказывают разные прогоны, там, условно, там, и на ТГ, и на Дзен, и на прочие какие-то паразитку. И, соответственно, вот интервальные прогоны они делают, и у них там хороший результат достаточно получается. Бывает прогон, допустим, мы делаем прогон, допустим, до прогон, условно, на редиректах, мы делаем один раз в 6 месяцев, потому что, по сути, весь этот спам ссылочный, он все равно постепенно отваливается. Постепенно, то есть сайты, на которых мы делали простановки, они просто закрывают эту возможность, либо вообще исчезают, так скажем, из интернета. Есть еще варианты длительных прогонов от 2 недель и, соответственно, особенность еще какая – это процентное соотношение анкор без анкор. То есть индивидуально для проекта нужно, так скажем, это подбирать опытным путем. Так, здесь я рассказал. Ну и вот по поводу эксперимента сейчас идем. Эксперимент на основе 10 сателлитов. Это рейтинги сайтов. То есть суть вообще эксперимента в чем? В том, что задача была попасть в Алису. То есть я создал под сайт агентства 10 сайтов, сателлитов. Все эти сателлиты прогнали Хрумером. Какие-то прогоняли периодически, какие-то разово, и какие-то вообще постоянно гоняли целый месяц.
Вот, значит, разовый прогон. К чему он пришел? То есть здесь видите скриншот, здесь вот месяц октябрь, и примерно через 3 недели отработал сайт, залетел там условно в топ-10 по некоторым запросам по типу рейтинг SEO агентств Москвы. Вот запрос. Идем дальше. Еще один разовый прогон. Вот видите, второй сайт тоже залетел. Здесь уже был длительный прогон на этом слайде. Длительный прогон месяц. И по этому прогону, вот здесь Google, здесь Яндекс. Мы видим, что через месяц, по сути, срабатывает спам-фильтр, что там, что там. Тут вот если месяц гонять беспрерывно вообще сателлит, то они растут позиции до какого-то периода, потом резко все отваливается полностью вообще. Значит, дальше что мы сделали? Те сателлиты, которые отработали, мы, естественно, PF-ами подняли, и вот у нас там топ-1 стоит по разным запросам, несколько сателлитов. И, соответственно, попали в выдачу Алисы. И вывод какой из этого всего? Спустя 1,5 месяца. То есть было 10 штук, зашло 4, после прогона по большей степени отрабатывают ключ и доменен, то есть имеется в виду EMD-домен. Мы вписываем туда ключ, и именно этот ключ, что в домене, он и отрабатывает после прогона. Скачки по позициям здесь, то есть нет стабильности, бывает там плюсанет, откатится, плюсанет, откатится. При длительном прогоне вылетает из выдачи через месяц при непрерывном. Для лучшего эффекта, по сути, нужно ET-факторы там тоже добавлять туда разные. Делать, короче, страничку качественно. Там с командой, там еще какие-то такие плюшки, там, не знаю, добавить в зависимости от тематики. И еще какой нюанс можно сказать. Вот почему, допустим, делают прогоны, да, напрямую, мы получаем эффект, а потом все же идет отрицательный эффект. Откаты идут. Потому что ссылки отваливаются. И вот, например, я вам сейчас покажу один из тоже экспериментов, которые сделали конкуренты над моим сайтом агентства. Конкуренты сделали что? То есть они прогнали сайт агентства по нерелевантным ключам. Вообще нерелевантные абсолютно ключи. Не относятся они абсолютно ни к чему, там разный бред. И, соответственно, вместо того, чтобы сайт упал, он, наоборот, начал расти. То есть, по сути, они дали стат-веса на проект. Я даже нигде не закрывал то есть я не закрывал в инструменте Гугла, да, отклонение ссылок свой сайт, а просто хотел посмотреть, что будет. И получилось так, что по факту сайт начал расти. То есть сайт расти. Потом ссылки начали отваливаться. По мере отвала вот этих вот ссылок он начал откатываться. И так это можно наблюдать, по сути, и на сателлитах тоже. На сателлит прогнали, растет, через некоторое время небольшой начинается откат. Если догоняешь еще раз его прогоном, он опять начинает расти. То есть постоянно нужно докачивать. Это говорит о том, что прогон напрямую они по факту работают, но, опять же, пока, да, то есть, и, естественно, я не рекомендую делать это напрямую на проект свой действующий, а использовать лучше какие-то другие механики, о которых я дальше расскажу. Например, на паразитке это вообще отлично отрабатывает тоже. Это прям недавно, по-моему, даже в начале марта, наверное, на паразитке прогнали. Это, по сути, паразитка был контент под бурж контент. И, как вы видите, здесь вот США, вот это вот здесь США, по сути, органический трафик сразу пошел вверх. Сразу же, после прогона. Вот здесь... Соответственно, сайт, на который прогоняли, здесь несколько было ссылок, несколько было статей, и они, большая часть зашла. То есть зашла, так скажем, по определенным запросам в топ-10. Как видите, здесь Бангладеш, 5 США идет, и так далее. То есть, как видите, то есть это работает. Вот на моей практике работает. И дальше мы поговорим, по каким причинам это может работать или не работать. Но прежде я хочу проговорить, что такое редиректы многоуровневые, и порекомендовать вам, кто вообще то есть эту тему не знает, либо знает, но, так скажем, скептически очень относится к этому, ко всему, посмотреть вебинар у Михаила Шакина в 2023 году. Там, мне кажется, я хороший достаточно доклад сделал тогда. И там прям был разбор, там прям ряд сайтов взял, по-моему, 5 сайтов где-то или больше.
с разными, так скажем, дефектами. То есть дефекты в техничке там не хватало, там каннибализация страниц была, что-то там еще было там с проектом, или не было релевантности там и так далее. И прокачивал их редиректами. И вы можете посмотреть, как они реагировали. По сути, ничего не поменялось с 2023 года абсолютно. И важно тут, конечно, понимать, то есть многие не понимают, что все-таки внутренняя оптимизация, ну, это база. Типа без внутренней оптимизации, ну, что PF в Яндексе, что в Гугле ссылочное, оно работает сильно слабее. И здесь QR-код, по этому QR-коду можете перейти, посмотреть также подробное видео свежее про именно редиректы. Ну вот вебинар я рекомендую, и это видео посмотреть, и в принципе вы поймете все. Если кратко, как это работает, очень кратко. Есть, например, какая-то приоритетная страница на проекте, у нее есть там какие-то запросы основные. Мы, по сути, создаем аналогичных 2 сателлита, которые релевантны этой странице. То есть они раскрывают интент полностью этой страницы, такие же, только уникальные между собой. Прогоняем хрумером первый, допустим, проект сателлит, чисто делаем прогон хрумером по семантике, которая, так скажем, в продвигаемом сайте, ну, продвигаемой странице. И дальше делаем склейки первый со вторым и второй сайт с продвигаемой страничкой. И таких вот редиректов можно создавать, я вам скажу, бесконечное множество. Но только, опять же, надо вдумчиво это делать. То есть, ну, понятно, что вы, если ничего никогда не делали, 100 подклеите, непонятно, что произойдет. Это все нужно раскатывать полномерно. Если, значит, более просто, как это работает, по сути, передается стат-вес, опять же, с прогона, база там 2-3 миллиона, ну, к примеру, у нас 2 с копейками, этот стат-вес передается, и, по сути, за счет этого стат-веса основная страница, на которую мы клеим, она начинает расти в видимости, ну и смежные также подрастают по факту. Ну, это можно как-то сравнить, но на самом деле это не очень объективное сравнение. Там 3-5 жирных ссылок я здесь написал, примерно это так. На самом деле все зависит от базы. Если база хорошая, это может быть и 10 жирных ссылок. Ну и как вы понимаете, как я сказал выше, что жирные ссылки нам нужны немножко не для передачи стат-веса, а для других вещей. Почему не работает? Почему у многих не работает? Работает на самом деле, так, вот я знаю ряд ребят, у которых работает, да, мы общаемся, но есть большинство подавляющее, у которых ничего не работает. И не работает, наверное, 99%, и все говорят, что это уже все забыто, то есть это что там такое. Ну, может, это и хорошо на самом деле, пока они не будут знать, то есть это все будет работать. И есть, я здесь вот выписал ряд, так скажем, ряд моментов, по какой причине может не работать. Просто элементарно высокая конкуренция. Я там читал, даже не читал, слышал там, что кто-то там, какие-то там, так скажем, авторитетные SEO-специалисты, они решили попробовать эту механику и сделали там 2 подклейки, вернее, 2 редиректа на неизвестную нишу, на неизвестное гео, и ничего не получилось, да? Ну, я вам так скажу, что оно даже сейчас вот и в средних конкурентных нишах-то не получается с 2 подклеек, в том плане, что этого мало. Но опять же, зависит от базы. Если у вас база там 10 тысяч ссылок, ну, как бы вы можете и 100 сделать, подклеек не получится. Поэтому вот как-то так. И поэтому минималка вообще, с которого стоит начинать, это 5. То есть это минимальный сейчас объем вообще, который вот зафиксирован именно по опыту сейчас, вот в настоящее время, это 5 штук. 5 штук тестируйте, если не отрабатывает, ну, как бы тут уже надо думать, почему. Обычно 5 штук отрабатывают, то есть, ну, рост будет. Не настроена релевантность на продвигаемой странице, ну, это базовая, опять же, SEO, нет структуры и коммерческих факторов, опять же, базовая SEO. Продвигаемый сайт имеет дубли страниц технические, про это также сказал. Нет ссылок вообще. Опять же, у нас есть кейсы, где не было вообще абсолютно ссылок. Да, по-моему, какие-то трансформаторы, по-моему, ниша была, и она региональная. И мы просто вкачивали вот эти редиректы, и сайт рос. И сайт рос, и трафик шел. Но это, опять же, зависит от ниши сильно. Если у вас там, условно, в выдаче стоят такие же там кривые сайты какие-то, да, которые ссылки не покупают, а вы сделали редиректы, ну, конечно, тогда ваш сайт на первое место встанет. Продвигаемый сайт не имеет бренда, тоже тяжело будет идти в конкурентных нишах. То есть здесь уже надо над брендом работать, и, опять же, IT-факторы все прокачивать. Отсутствие грамотной аналитики на старте,
И, ну, слабая база, про нее я сказал, то есть это очень, на самом деле, важно, на 70% успеха – это слабая база. Я здесь немножко про это остановлюсь, про DR, там, что такое DR, там не знаю, да, то есть это вот официальная справка с Ahrefs, что такое DR. Это, по сути, очень относительный термин. Какой-то там аналог, может быть, PageRango далекий в какой-то степени. Но смысл в чем? То есть чем больше сайтов ссылается на вас, тем больше у вас DR. Чем больше сайтов, которые имеют высокий DR, и чем больше сайтов ссылается на те сайты, которые имеют высокий DR с более высоким DR. Вот такая, так скажем, штука получается. По факту, то есть по факту, какая манипуляция может быть? Все вы там, многие сами-то механику не знают, как базы собирать, и в основном пользуются услугами на биржах различных. И там вот красота – это DR. Вот 50 плюс – это просто, ну, вот, я не знаю, это то, о чем все мечтают. Без этого никак. То есть, ну, красивые циферки – это одно, а хорошая база – это другое. То есть DR нагнать на самом деле не так сложно. Надо просто 1000 сайтов, например, иметь с высоким DR. Их найти несложно. И прогнать хрумером где-то минут 5, наверное, каких 5 даже, может 3 минуты прогнать. То есть понимаете, да, какая рентабельность, если вы там заказываете условно там за рублей 500, там за 1000 там, или за сколько там, за 2. То есть это ничего не стоит по времени. Ну а если прогнать, например, базу там в 2,5 миллиона, это уже почти 3 суток прогона, с учетом некоторых нюансов. И, соответственно, дается уже рентабельность другая. И, соответственно, цифра, она, ну, как бы совсем другая может быть по прогону. И, соответственно, сколько стоит должен прогон, я считаю, что по рентабельности, если нормально все устроено, так скажем, это примерно 7-8 тысяч. Если меньше, то это либо хороший объем, либо база сильно меньше, и, соответственно, это меньше нагрузка сервера. То есть вот только в этих случаях. Ну, не может быть так, что у вас там 3 миллиона прогнали там за 2000. Ну, я не знаю, зачем это делать кому. И вряд ли вам это будут делать. Соответственно, если вы хотите сами попробовать сделать прогон, то, скажем, ознакомиться там хотя бы что надо, вот можете по QR-коду перейти, посмотреть там актуальные ссылки на все инструменты, которые мы используем. Ну, а по факту надо что? Это Chromium Sale, сервера, прокси нужны и база хорошая. Вот про базу дальше я расскажу кратенько, что и как она собирается. Самый простой вариант – это с Ahrefs взять, то есть пойти куда-нибудь, опять же, на бирже, взять там 15 исполнителей, попросить их, чтобы они прогнали там какой-то ваш сателлит, потом еще где-нибудь найти исполнителей, чтобы прогнали, и потом все это поскачивать с Ahrefs. Самый простой вариант. Ну, Ahrefs, опять же, все не выпаршивает, далеко все не выпаршивает, поэтому вы соберете там кроху, которая поможет вам высокий DR как раз получить. И еще вариант, какой один из вариантов, это, допустим, есть вот домен good сайт, можно что сделать? Взять оттуда, скачать базу с интернета и, соответственно, прогнать ее, там 20-30 миллионов, по-моему, 20, там около 5, и, соответственно, все, которые успешные, уже их взять, там, почистить, финальную чистку провести и, по сути, добавить в основу. Ну и третий вариант – купить готовые. Ну, я вам так скажу, готовых баз я вот, честно сказать, не знаю, которые были бы прям хорошие базы, которые надо использовать. Ну, вы просто должны одну вещь понять, что все эти ссылки, они недолговечные, и если эта база готовая даже хотя бы на 10 человек ее раскидать, то она выжигается примерно там за 3-5 дней можно выжечь. Я лично свои базы выжигаю там за меньше 2 недель, наверное, даже, ну, около 2 недель. Поэтому мы 2-3 раза ее пересобираем. Вот. То есть тут нужно понимать объемы, то есть и количество людей, которые это будут использовать. Сколько нужно денег на все это дело, чтобы у себя организовать и спокойненько делать прогоны и никого не просить? Вот я посчитал, это курс здесь 90 рублей, так скажем, с запасом взял. Ну вот, переменные расходы – это Ahrefs будет, да, допустим, вот каждый месяц нужен будет Ahrefs. Ну, можно, конечно, там где-то договориться, там, в складчина, не складчина, вот эти все вещи, короче, ну, я думаю, что кто знает, тот знает, ну, кто не знает, тот там в Perplexity забьет, ну, хотя, может, он и не расскажет, кстати. А парсер примерно 300, так, более-менее версию брать, и как бы, чтобы гонять этим апарсером, ну, им можно пользоваться, можно не пользоваться, на самом деле, так скажем, на любителя.
тут такое. Ну, мы используем прокси 2000 рублей в месяц. Ну, это база такая по Хрумеру на 2 компьютера, Xevil 9000 на 2 компьютера. Ну, и 3 сервера так минимально, чтобы один там гонял черновую базу, а 2 как-то работали. Соответственно, больше серверов, больше затраты. И там Хрумер апгрейд тоже стоит каких-то денег, там еще плюс может быть 10 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, около 100 тысяч надо на старте, и дальше где-то 40-50 тысяч вот, примерно надо в месяц тратить, чтобы какой-то там прогон на 2 компьютера плюс-минус организовать нормальной базой. Опять же, вам вот и надо, соответственно, вам посчитать, надо ли вы 50 тысяч вам тратить, да, чтобы это все организовывать, и плюс еще время свое тратить специалиста, либо нанимать, обучать там сисадмина там, или кого там, или SEO-специалиста, который будет все это работать с этим, то есть создавать проекты для прогонов, для Хрумера, контролить эту всю тему, зарплату ему платить, либо это сами вы свое время будете тратить. То есть здесь затраты временные вот, или на специалиста не посчитаны. Поэтому то есть, вот надо подумать хорошо, надо или нет. То есть на каких сейчас вы объемах находитесь, тут, соответственно, и подумать надо. Но здесь, к сожалению, я не могу. Здесь был ряд слайдов, картинок с прогонами. Ну, вот я хотел здесь показать, что прогоны, то есть DR, высокий DR и качество прогона это не зависит. Ну вот, например, здесь DR был 30, у нас условно база 30 всегда, и вот здесь уже трафик пошел по факту. Ну и там ряд слайдов тоже это показывают. Соответственно, это демонстрируют. Еще один из кейсов перепланировка квартир. Это мы здесь делали на уровне редиректы добавляли, ну и, соответственно, сайт пошел. То есть старт работ там сейчас не особо видно, но как бы он один из лидеров в нише. Один из кейсов это также 1xbet. По факту здесь чисто редиректы под Турцию делали и как бы делаем там разные другие направления. Ну, вот это то, что я так подобрал, просто базово. Там кейсов на самом деле масса, можете посмотреть их и, соответственно, уже там, посмотреть, сравнить с вашими нишами и что-то там как-то проанализировать. Но я скажу так, что по факту эта механика работает на все ниши, то есть механики редиректов, уровни ссылок. Это, я считаю, тренд вообще вот этого года. Хотя это раньше там многие слышали, многие знают, да, там я это все прекрасно понимаю. Но многие что слышали, знают просто, что на сайт надо нагнать, а как это нагнать надо, не знают, как правильно организовать, тоже вопросики возникают. Ну, то есть здесь и там вплоть до серверов и нюансов, там вопросов достаточно много. Поэтому кто вот научится этим пользоваться, тот сильно сэкономит, я считаю. Особенно вот что вот я хочу сказать, это опять же тоже не для всех, не для стандартных SEOшников условно, а для такого уже бизнеса больше. Когда вы хотите SEO, сетки сайтов делать, или когда команды хотят там условно там продвигать какие-то свои сайты там под партнерки или там сложные финансовые темы, то есть это больше, наверное, туда, да. Если у вас там какие-то простые ниши, то нет смысла заморачиваться, вы, может быть, и ссылками это вытащите. В общем-то, как-то так. У меня в целом-то все, то есть вот базово, да, то, что хотел, я сказал. Если есть какие-то, может, вопросы, давайте по вопросам пройдемся. Конечно, есть. Александр, огромное спасибо за отличный доклад. Все разложил по полочкам, все практично как раз из практики. Вопрос от GTA Player. Здравствуйте. Какими способами можно увидеть, что сработал PBN, а не другие внешние ссылки? И показывают ли адреса сайтов из PBN заказчикам? Как вот принято вообще? Расскажи. Каким способом можно обнаружить PBN? Да, если он закрытый PBN, то его особо никак не обнаружишь. Ahrefs его не увидит, если закрывать, то есть Semrush не увидит, какие-то другие софты тоже могут не увидеть. То есть кто умеет закрывать, по сути, не обнаружит. Только если какой-то свой парсер создавать и выпаршивать интернет и как-то самостоятельно там анализировать, только, наверное, таким образом можно. Угу. Спасибо. Показывает ли... Так. Угу. Да-да. И показывают ли адреса сайтов из PBN заказчикам? Здесь не совсем понял адреса сайтов. Ну, я думаю, тут суть в том, что у некоторых такой подход. Мы типа разместим на ваш сайт условно 100 ссылок с наших PBN, но для того, чтобы не запалить PBN никому,
мы только 20% ссылок вам покажем. Это заранее Ну, оговариваю. такой... На Западе такая фишка особенно часто применяется. Нет, такой мне не нравится подход. То есть Мгм. лучше Размещают я действительно, требую показать все. действительно, да, ну хорошо, спасибо. Какие советы дашь по сбору своих баз сайтов? Вот. Свои базы сайтов имеются для Хрумера, да? Ну да. Например, частый вопрос, надо ли этот дорогущий апарсер покупать, когда есть этот, кто там, Хрефер, встроенный этот бесплатная тулза от Хрумера, например, или какой-нибудь скрейпбокс там с разовой оплатой. Да, на самом деле, если вы вот, я как вообще подход, да, то есть апарсер тоже там, Хрефер, то есть их можно вот разово как-то сделать, собрать, да, потом можно как работать, там есть ряд там разных ребят, которые там есть и группы, где там какие-то серые, не серые, черновые базы скидывают, какие-то что-то, какие-то штуки. Можно это все собирать периодически, то есть и прогнать. Потом, когда у вас уже, то есть большая база прогнали, у вас вы получили там 3 миллиона ссылок условно, по ним гоняете, потом по факту у вас остается там, если когда вы с серверов это все собираете успешные с предыдущего месяца, вы уже там больше половины у вас остается. И достаточно будет по факту взять Ahrefs и, ну, и какие-то базы такие черновые, то есть тоже взять и прогнать и добавить. И апарсер по факту-то не нужен сильно. Мое мнение, на старте можно от него отказаться вообще. О парсерах, и вообще даже можно даже не изучать это, да, то есть, короче говоря, чтобы получить 80% эффективности, можно убирать это, а если вы хотите 20 еще докидать, то парсер подключайте, там, Ahrefs и что угодно. Такое Да, мнение. спасибо. Классная, кстати, рекомендация, что даже простыми парсерами можно первоначальную базу собирать, потому что многие новички открывают парсер и просто и все, до свидания. Там просто несколько дней надо, ну, он так с полтычка не заведется, если у вас технического бэкграунда нет. Да, там такое, настраивать надо. Как освоить работу с хрумером? Как освоить работу с Хрумером? Такой вопрос. Можешь рассказать, я думаю, о своем проекте, в котором я тоже участвую. Если там есть слайд про это. Да, да, ну то есть как освоить работу с Хрумером? Так сходу не скажешь, с чего начать, просто там есть, там в целом это несложно, да, то есть если брать и идти по шагам и делать. То есть для этого мы, по сути, вот сколлаборировались вот с Михаилом Шакиным, Артем Высоков, ПБН, Михаил Шакин от ГСА ведет, и я по Хрумеру блог веду. И, соответственно, мы решили как бы пригласить SEO-специалистов, команды SEO-специалистов для того, чтобы более подробно вот так скажем, показать им, как это работает, как на практике можно с нуля по факту, то есть работать с Хрумером тем же самым, там, или вот Михаил Шакин из ГСА показывает, там, я уже ряд уроков видел, там, да, круто, то есть вот поэтому я приглашаю вот тех, кто не знает и кто хочет научиться, то есть, соответственно, предсписок записаться, для вас будут очень хорошие условия, и мы с вами, соответственно, поработаем там уже плотно, и вы всему этому научитесь. И забегая вперед, вообще просто вот я когда делал анонс курса, то, что мы создали, да, такое, я давно еще планировал как бы собрать лучших таких ребят, которые в своих направлениях, и, собственно, сколлаборироваться, создать что-то такое единое, большое, нестандартное. Это, по сути, эксклюзив. Но я считаю, это эксклюзив, нет нигде на рынке, ну, понятно, что ПБН там много кто чего говорит, но я сюда также добавил ПБН, потому что, ну, как бы это как дополнение точно по нестандартным механикам подходит. Ну, в РУ-сегменте, опять же, мы про Россию, да, говорим, то есть в России это не так сильно развито. Ну и подходит это все и под бурж в том числе. И, по сути, мы вот договорились в этом плане, и многие там пишут вот типа такого, что походу это не работает, раз мы продаем курс. Но я вам так скажу, вот просто вот сразу забегая вперед, какие мотивы, да, вот создавать такого рода курс, допустим, для меня? Для меня мотив следующий, то есть я когда создавал предыдущие курсы, я там собирал крутых ребят, с которыми мы ведем некоторые партнерские отношения, собираемся, то есть те команды ребят и людей, которые действительно
уже достигли на каком-то периоде результат. И мне, по сути, интересно создать, в том числе там, через курс или еще каким-то образом, то есть некоторое такое сообщество, либо контакты завязать с ребятами, с кем можно потом общаться, ну и какие-то проекты запускать и так далее, обмениваться какими-то ресурсами. Это, по сути, самая первая цель, для чего это надо. И, по сути, второе, если вы перейдете на лендинг, увидите там отсечку по цене, это не для каждого. То есть сразу скажу, да, то есть поэтому такая отсечка, это не для всех, и оно как-то там меньше стоить точно не будет. Вот. Но основная мысль этого, по сути, вот, я сказал. Потому что я знаю, что вот и мне пишут ряд тоже команд, у которых есть свои инструменты интересные, то есть в плане ссылочных каких-то решений. Вот у нас есть такие решения, и интересно взаимодействовать, коммуницировать и, так скажем, строить какую-то свою инфраструктуру для, так скажем, своих целей определенных. Спасибо, Поэтому, Александр. кому интересно, присоединяйтесь, да, ребят, присоединяйтесь, у кого есть интерес, желание. Я только сегодня закончил 4-й урок, там просто выжал весь свой мозг про GSA. Ну, тебе вот спасибо, я все, какой-то свой там такой обучающий материал по GSA, все годы как-то откладывал, как-то, ну, знаешь, типа, некогда, неохота и прочее. Или там надо еще что-то там допроверить и так далее. А то, что я согласился, так сказать, ну, на твое приглашение, ты пригласил меня, и у меня уже ответственность перед тобой, знаешь, что, типа, главу сделать про GSA, поэтому все, это как волшебный пендель получился, и вот я его уже сделал. Так что спасибо тебе за стимуляцию, мотивацию. Спасибо, что согласился, потому что, ну, это вообще, я считаю... Я просто думал, кого позвать-то, кого, и, ну, лучше, думаю, Михаила Шакина никто и не сделает по факту, и никто не объяснит. То есть здесь же не просто надо, я думаю, что там показать там что-то, как-то там наговорить, а нужно еще, то есть это все разложить, систематизировать. Это колоссальная работа, я понимаю. То есть, ну, я благодарен, что согласился, да. И Да, что... на самом деле ребята есть, но они, знаешь, многие вообще не светятся на публике, да, то есть вот есть крутые, а ты про него вообще ничего не знаешь. Вот такие тоже. Согласен, да. И поэтому и сложно найти. На самом деле ребят много, но их сложно искать. Вопрос от GTA плеера. Что выбрать для анализа продвижения? Ahrefs или Semrush? Я использую Ahrefs. То есть как-то я вообще Semrush не пользуюсь, как-то вот зашел на Ahrefs и им работаю. У него получше парсер, насколько я знаю, поэтому побольше можно вытащить, посмотреть, то есть как-то так. Если есть там возможности, можно и то использовать, потом как-то это дубли удалять, ну, это такое уже, опять же, эти шлифования, так скажем, того, что есть. Когда достаточно одного прогона для сайта, а когда нужна постоянная прокачка ссылками? Вот ты вот врубил и базу только подгружаешь там или в реальном времени? Вот. В каких случаях? Ну, это случаи именно в конкурентных нишах. То есть если вот представьте такое, и вообще частый случай, мы сейчас занимаемся разными там сетями сайтов и конкурентов. Вообще в основном конкурентной нишей я занимаюсь. И там всегда как? То есть, допустим, проект стоит там на 10-й позиции, но никто про него не знает, он понятно, что трафик не собирает никакой. И, соответственно, когда мы начинаем его подкачивать, бывает даже хватает на самом деле там 3 подклеек редиректов. Я в основном качаю через редиректы, то есть напрямую я ничего не гоняю, то есть через редиректы. Бывает там вот последний один из проектов был по Dyson проект, там достаточно было 3 подклеек, чтобы он в топ залетел плюс 30% видимости по Москве. Всего лишь 3. Хотя вот там какими-то PF-ами грузили, там что-то PBN разворачивали. Ну, короче, не получалось. А тут бывает такое, что надо больше. Ну, короче говоря, если мы 10-й стоим, вот мы 10-й, нас никто не знает. Конкуренты что делают тут? По логике вещей. Они находятся в топе, они успокоились. Что они будут делать? Они будут резать косты. То есть им нет смысла, то есть держать, допустим, сайт и тратить там на него там 200 тысяч, например, да, 200. Он скажет, ну, как бы, давайте срежем на 100, посмотрим, что будет. То есть если мы будем на 100 стоять, ну, еще, может, чуть-чуть срежем. И, соответственно, они успокаиваются, стоят, а тут вы, хлоп, на первое место, да, встали там или рядом как-то скаканули. И, соответственно, они начинают увеличивать объемы. И начинается конкурентная борьба. И тот объем, который, допустим, был запланирован изначально, допустим, базово, там 5-10 редиректов вот у нас мы планируем, его надо дальше уже тестировать, увеличивать еще. Потому что, ну, здесь уже
понятно, вы боретесь с конкуренцией, то есть это нормально. То есть поэтому вот исходя из Мгм. того, какая конкуренция в этой нише, какое гео, соответственно, да, вы и дальше уже подбираете, увеличиваете объемы или уменьшаете и так далее. А если бы у вас, например, стояли условно сайты, которые вообще не конкурентны, доисторические трансформаторы какие-то, я не знаю, в каком-то городе малоизвестном, и там сайтов просто-напросто нет, ну, вам пару ссылок хватит, и там будете стоять вечно. 10 Мгм. лет, может быть. Спасибо, Поэтому Александр. Вопрос от GTA Player. Как вы смотрите результаты по Google для сайтов в Российской Федерации? Одни пользователи говорят, что по законодательству можно ставить Google Analytics и Search Console, другие отрицают. ну, Google Search Console, насколько я знаю, то не запрещена. То есть Google Search Console стоит, метрика у нас стоит, плюс мы там Арсенкин используем. В Мгм. принципе, все. Да. Мгм. Еще Ahrefs там, Ahrefs такое, это чисто база, когда вообще бывает проект приходит, а плюс-минус, вообще у них там какая-то статистика непонятная. То есть общую картину с Ahrefs можно посмотреть вообще. То есть бывает так, что, например, качаем страницу, она тяжелая, но в плане там раскачать ее сложно, и она не докачивается, а весь сайт растет, смежные страницы начинают расти. Мы тогда смотрим по Ahrefs динамику, вот весь сайт растет, а эта страница немножко стопорится. Бывает такого, что не хватает там базового объема. Тогда Ahrefs. Мгм. Спасибо. Как скрывать ссылки от SEO-сервисов? Наверняка многие захотят узнать, как это волшебство это сделать. Ну, это через HTXS скрывается. То есть там просто прям прописывается правило. Там что-то их там Мгм. 250, что ли, у меня там, по-моему, правила прописываются, и все. И Мгм. все скрывается таким образом. А как ты относишься вот к схеме, когда, например, берут какой-то сайт или ссылки с него, или редиректы, а сайт закрывают, ну, качают этот сайт нормально так ссылочным, а сам сайт закрывают от всех посетителей ботов, кроме гугловского. Для пула IP Google только открывают. Вот как к такой схеме относишься? То есть сам сайт, который продвигается, закрывается? Или который Нет, качается? ну, как сайт-прокладка. Не, нормально, то есть вполне. Мы так и делаем по факту. То есть, Мгм. ну, главное, чтобы Google видел, да, и потом подклеим, например, если сателлит мы подклеим, мы от всего его закрываем также, только Google оставляем и подклеиваем. Ну, Яндекс, например, можно не закрывать, он и так все это будет видеть. У него там Мгм. непонятные боты какие-то свои разные. Ну, кстати, для Яндекса тоже редиректы хорошо бустят, только они Мгм. конкретную страницу. Вот. Мгм. Можно не закрывать. Вот информация для любознательных. Да. Между строк, так сказать. GTA Player спрашивает, от какого возраста сайты безопасны, от какого возраста сайта безопасны прогоны? Но опять же, еще раз уточняю, не прогоны напрямую, да, а, наверное, через редиректы. То есть, если через редиректы говорить, то от любого возраста. То есть, по факту, здесь что важно? Опять же, вам важен, по сути, раскачка своего бренда и IT-факторы. Лучше всего продвигаются, то есть те, которые уже там каким-то возрастом, у них приросли ссылки какие-то или закупались. Новые сайты, понятно, они будут сложнее идти, но работать с ними можно. То есть их, так скажем, давление через статвес можно делать и нужно, даже, я бы так сказал, если хотите быстрее продвигаться. Так вы будете просто двигаться, ну, условно, если чисто ссылки там, да, и вы используете редиректы или там GSA, то вы там в раз 5-10 быстрее будете просто расти. Но опять же, нужно смотреть свои бюджеты, вот эти все это сравнивать, подбивать, насколько это вам рентабельно будет выходить. Вот. Поэтому с любого возраста. Мы когда вообще, то есть создаем проект, раньше разрабатывали прям с нуля проекты, мы даже, какая-то заглушка стоит, мы уже начинаем на главную страницу наливать редиректы по бренду, чисто по бренду. Там 3-5 штук наливаем в месяц, даже еще ничего не готово, мы все равно наливаем. И потом, когда нормальную страничку загружаем и все остальные ряд страниц, то они быстро сразу в индекс залетают, и лучший эффект получается. Мгм. Спасибо. Как в целом оценить эффективность ссылочных прогонов? На что смотреть? Понятно, что не на количество ссылок, а вот на что. Ну, и не на DR, наверное. Ну, DR как бы базово мы смотрим, чисто для того, чтобы вообще понять, база там вообще есть какая-то или нет. Там, условно, там, опять же, отсечка 30 у нас обычно всегда такая, отсечка 30. На что еще посмотреть можно?
мы смотрим на эффект просто от подклеек. То есть сам прогон я как таковой не оцениваю в целом. Я, например, когда гоняю отдельно людям, я гоняю им, почему с уверенностью, что у них там более-менее отработает, потому что я сам клею там, у нас там объемы там более сотни, там около 150, наверное, то есть подклеек в месяц. Соответственно, я понимаю, что эта база, она работает. То есть я подклеил, посмотрел, чекнул через неделю, вот он начался рост, вот движение пошло. То есть база нормально, значит. И потом смотрю еще проект, вот здесь везде идет, значит нормально. То есть, соответственно, вот я чисто так оцениваю. Я как бы не смотрю, там можно логи смотреть, там переходы смотрят, можно там на серверах, там, да, вот эти вещи тоже можно посмотреть, там, кто-то там метрики даже ставит, смотрит. Ну, я это ничего вообще не делаю, просто я собираю, короче говоря, подход такой, я собираю всю базу, которую можно собрать, да, очищаю ее, то есть делаю ее нормально и, соответственно, ее просто гоняю. То есть, по факту я собираю все, что можно, ну, и, по сути, оно не может не отработать, по идее, в моем плане, ну, как бы, поэтому какие-то оценки еще дополнительные, как бы, я не делаю, я уже по итогу оцениваю и все. То есть вот такой подход у меня. Не трачу время просто на вот эти аналитики какие-то. Работает, позиции растут, сайты идут, как бы, все окей. Вот точно, у меня такая же схема. Надо сокращать косты в плане излишков времени, вот затрат такого. Только на Да. самое важное уделять время, и тогда нормально. GTA Player спрашивает, сколько времени уходит на один прогон для одного сайта, если считать от сбора базы до окончания прогона, и сколько раз в месяц? Ну, смотрите, сбор базы – это вообще отдельная такая процедура, так скажем. Если ее с нуля собирать, то там ее месяц собирать, наверное, вот так. Ну, может быть, меньше можно месяца там, ну, потому что надо будет, грубо говоря, там прогоны по черновым там сделать, там успешные, очистить и так далее. Ну, может, пару недель, так скажем, да, собирать. Точно надо. Потом она собирается сильно быстрее. Потом уже, как бы, условно, ну, если еще есть какие-то свои инструменты, то вот как у нас там 3-4 часа, наверное, собирается она уже, полностью пересобирается как бы на основе там своих серверов, которые там были успешные там предыдущих там недели-две, и плюс еще какие-то, которые мы допрогнали, пока месяц шел. То есть у вас, по сути, один сервер всегда работает на то, чтобы пробить черновую базу какую-то, где вы нашли там ее, да, может быть, взяли там на каких-то чатиках, там раздают, бывает, разные по Хромеру есть. То есть он постоянно работает, чтобы понять, ну, как бы найти успешные, найти успешные. А потом уже с этими успешными вы начинаете работать, когда саму базу собираете. Вот. Примерно вот так вот я сказал, да. Если говорить про прогон, прогон сам длится, вот я говорю, что если база там 2-2,5 миллиона, примерно 2,5 суток. То есть бывает от 2 до 3 суток может длиться, вот так примерно. То есть все зависит от того, как еще там есть нюансы по работе там с Хрумером, как там бывает, некоторые моменты с ним происходят. Вот. Ну, примерно вот так. И, соответственно, сколько надо, да, прогонов. Но я сказал, что базовый минимум, я считаю, чтобы вообще понять, отрабатывают ли в вашей теме прогоны Хрумером, а не проблема там во внутренней оптимизации, надо 5 штук брать. Вот 5 штук делаете, то есть это 10 сайтов, 10 сателлитов, 5 редиректов, соответственно, 5 прогонов. 5 прогонов вы сделали и заряжаете, то есть каждый день по одному клеите. И смотрите, какая динамика будет по истечению там 1-2 недель. Если вообще никакой, ну, значит, что-то не так. Может, ну, там, опять же, нюансы, опять же, в построении редиректа тоже есть. То есть я там очень-очень кратко это все рассказал. Вот в вебинаре 23 года, когда мы там проводили, там было подробно все. Но, опять же, там еще нюансы появились. Поэтому если собрали нормально, то как бы, то значит тут уже вариант либо база, либо слабенькая база, либо, так скажем, оптимизация. Если вы на биржах прогоны, вот почему я не рекомендую на биржах прогоны на самом деле заказывать, у людей, которые по факту, они сами не продвигают сайты. Вот есть ребята, которые ничего не продвигают, но делают прогон. Но я считаю, это не очень. Почему? Потому что, по большому счету, я знаю, что есть нормальные ребята, да, делают, я ни в коем случае там не хочу никого там принизить в этом плане, но есть люди, которые просто на DR, короче, играют. Вот они продают, как бы, у них прокачанные профиля, это просто DR, они об DR, как я вам сказал, что DR поднять там 3-5 минут надо прогон и подождать 3 дня. Все. И тогда вы получаете высокий DR, начинаете склеивать, у вас все красиво, классно, а потом хлоп, и ничего не получается. Поэтому я рекомендую вам изучать самостоятельно, как, так скажем, собрать эту базу. Иначе, то есть, можно попасться там на ряд
так скажем, исполнителей, которые вот так вот могут обманным путем вести. Ну, это как в любом, так скажем, везде есть такие исполнители, которые Да. качество слабое дают. Мгм. Спасибо, Александр. Смотри, у нас вебинар 55 минут идет. Как у тебя силы, время там? Знаю, у тебя поздний час по моей вине. Вот у нас вебинар должен был на час раньше начаться, но я что-то вообще запамятовал. Прошу понять, Да простить нет, еще раз. да, без проблем, да, я понимаю, конечно. Нет, если есть вопросы у ребят, задавайте, Да, как несколько бы, вопросов есть. тема, давайте, да. Ага, хорошо. Вот GTA Player хочет уточнить по вопросу о PBN. Как определить, что эффект от PBN, а не от внутренней оптимизации, покупных ссылок и других методов? По каким показателям смотрятся результаты и есть понимание, что результат от PBN? Ну, как вы определите, от внутренней оптимизации или нет? Внутренняя оптимизация, она отрабатывает сразу в течение, там, если вы, например, вот, к примеру, вы создали допустим, вы создали новую страницу, она должна отработать в течение, по сути, суток. Вот вы ее загрузили, она проиндексировалась, сутки прошли, если там позиции вообще не поменялись, там, скажем, за топ-100 они ушли и там не подросли никак, ну, это говорит о том, что она слабая страница. Она уже особо не вырастет, то есть никакими механиками. То есть вот это очень быстро отрабатывает. Внутренняя оптимизация быстро. То есть развернули сайт, в течение месяца вы уже понимаете, что там и как с сайтом. Потом дальше, ну, чтобы понять эффект от ПБН, ну, вы просто не покупаете, ну, грубо говоря, вы покупили там ряд ссылок, да, ссылки, они тоже там примерно отрабатывают, там могут через неделю, ну, нет, не через неделю, наверное, ну, может быть, да, все зависит, опять же, от ниши, неделя, две там. А особенно важно вам смотреть индексацию этих ссылок. Если они не проиндексированы, они не отработают. Вот это такой важный момент, критически важный, кто его вообще не соблюдает, никак не контролирует. Потом просто сделайте перерыв и купите, допустим, не одну ПБН, две, а купите 10 ПБН с главных. И тогда вы посмотрите, они отрабатывают или нет. То есть массой брать. Купили 10 ПБН, посмотрели, ничего больше не делаете, там ссылки не покупаете. Только таким образом вы будете более-менее такой чистый эксперимент будет. Ну, иначе никак. То есть если вы будете миксовать, условно, ссылки ПБН, редиректы, ну, непонятно, от чего вы получили результат. И непонятно, от чего вы не получили результат. Вот так. Ну и страницы, наверное, разные, да, для каждого метода. Ну да, да, то есть страницы, то есть тест можно разный, да. Но опять же, если, допустим, редиректы идентичны, да, будут, надо, чтобы сильно они разные были. Если редиректы используются механики с ПБНами, то тогда тоже может быть от статвеса рост еще. То есть такое, то есть все здесь. Надо прямо разделять. Спасибо. GTA Player хочет уточнить об Arsenkin Tools. В вопросе о статистике Google вы сказали об Arsenkin. У них есть примерная статистика? Нет, позиции мы смотрим там, просто позиции. Мы с топ-визора перешли на Арсенкин, да, и все. Поэтому используем. GTA Player еще задает вопрос. У нескольких тысяч изображений в товарах нет текста в атрибуте Alt, тега Image. Как скажется на продвижении добавления текста к ним в Google? Вопрос в интенте, потому что могут быть информационные запросы. Ну, насколько я знаю, есть несколько тысяч, я уже сейчас прям не скажу, ну, так скажем, вот в данном моменте, потому что я прям оптимизацией плотно не занимаюсь, нескольких тысяч условно, но раньше было как, то есть альты, они особо не влияли, то есть особо не было какого-то влияния сильного, если, допустим, вы эти несколько тысяч пропишете что-то там, ну, как бы микроэффект, может быть микроэффект такой какой-то. Вот. Если не будет, но я не думаю, что это будет какой-то ключевой, так скажем, оно даст какой-то такой эффект негативный, что только из-за них, условно, сайт не будет расти. Тоже не думаю. То есть там маленький процент на альты можно выделить. То есть это шлифовка уже, я так скажем. Поэтому, ну, здесь какая рекомендация? Здесь надо пробовать просто. Просто развернули сразу. Если есть вариант автоматической развертки, там, да, на пару тысяч развернули, посмотрели через день, что произошло. Потом, если что, откатили. Только так. Спасибо. Вот GTA Player благодарит. А Романов задает вопрос. Какие лучшие практики, по вашему опыту, по соотношению анкор без анкор ссылок и on-page, off-page в том числе? Анкор без анкор практики, ну, 50 на 50, то есть базовый такой тест. Вообще дальше как бы нужно брать, как мы берем, постепенный тест от нуля, то есть условно 0 анкора, да,
до там условно 100%. Опять же, в тематиках таких беттинга, такого айгейминга, там еще 100% нормально. Но опять же, от тематики сильно зависит. То есть там, кстати, и напрямую можно гонять, и гоняют напрямую. Вот. А так вот базово 50 на 50, то есть тест базовый, если делаете штук 5, ну вот сделайте 50, ну я бы сделал, например, 20-40, 60-80. Вот. Мгм. Если делаете парочку, там, распределение, то там по 50, там, штуки 3. Вот таким образом. Спасибо, Александр, за подробные ответы на вопросы. И по традиции скажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Ну, смотрите, если говорить про то, что мы делаем, мы можем делать и делаем линкбилдинг под ключ для in-house команд, для агентств. То есть нам приходят ребята, по факту, у которых уже есть команды, у которых SEO-шка базовая готова, и у них есть проблема, например, с выводом в топ. То есть есть проблема такая. То есть и мы, соответственно, помогаем этими механиками, о чем я вот рассказал вам, им толкнуть, соответственно, эти запросы, и они влетают в топ. Также интересно, я думаю, будет ребятам, которые хотят создавать сети сайтов. Для чего вообще сети сайтов нужно создавать? Это, по сути, монополизация выдачи. То есть если у вас есть какой-то свой бизнес, мало трафика, у вас один сайт, ну, это уже слабенький вариант. Лучше сделать там 10, 20, 30 сайтов, развернуть их, докачать, и, соответственно, вы займете там первые 3-4 строки выдачи там в каком-то своем регионе, либо там по всей России, по городам развернуть. Вот такие варианты, они вот очень хорошо, можно их запускать, и при помощи этих механик достаточно быстро разворачивать и тестировать. Вот. Ну и третье, то есть, как я сказал, по факту, нестандартные механики. Если хотите пообщаться, то есть с нами, хотите все это изучить изнутри, мы в дальнейшем мы сможем какие-то там взаимоотношения выстроить, ну, что мне больше интересно. Интересно было бы послушать какие-то, у кого есть еще методики, наверняка у кого-то что-то есть, какие-то наработки, может быть, ну, не в плане, может быть, Гугла, да, в любом направлении. Вот, то приходите на курс, про который сказали, там пообщаемся плотненько, поработаем. Я думаю, что многие из вас получат результат, но только те, еще раз говорю, которые будут идти по курсу, работать. То есть, то мне тоже говорят, а где гарантии, что я вот все изучу и у меня получится? Ну, ребят, ну, очевидно же, гарантии быть не может. Либо они могут быть гарантии, но с жесткими условиями выполнения каждого из пунктов, которые мы, так скажем, каждый из пунктов домашки, которые мы там огласим. Там будет домашнее задание, да, если вы их, естественно, не будете выполнять, то ничего у вас не получится. Ну, а если вы будете это все делать и идти, главное здесь дисциплина. Если будете дисциплинированно выполнять, то в рамках там 2 месяцев все у вас получится, по сути, любой проект можно двинуть, я вам так скажу. Нету такого какого-то ограничения в моем понимании. Вот. Да, позитивный настрой – это самое главное, и дисциплина. Да, это очень важно, очень. Ага. на мой взгляд. Александр, огромное тебе спасибо. Такие продвинутые методики рассказал про линкбилдинг, про уровни редиректов и хрумеры и другие моменты, что вот ребята пишут, что очень познавательно. Так что спасибо тебе огромное. Будет желание с новыми темами у меня выступить, приходи, всегда буду рад. Да, без проблем. Буду рад также прийти на вебинар и что-нибудь рассказать. Отлично. Ну и где-нибудь на конференциях тоже обязательно с тобой Да, там увидимся. обязательно пересечемся, точно. Ну все, на этой позитивной ноте завершаем наш вебинар. Всем спасибо, до новых встреч и увидимся в топе. Да, всем пока.